Ну прямо мать Тереза. Говорим мы о человеке, готовом помочь любому, даже если у самого нет почти ничего. Но мало кто знает, что эта благотворительница на самом деле была религиозным фанатиком, лишенным сострадания. А еще, по разным оценкам, мать Тереза заработала для католической церкви от 3 до 5 миллиардов долларов. Давайте разбираться. Нищета, болезни, катастрофы. Мать Тереза засветилась при всех маломальски значимых событиях. Шептала слова утешения, кормила с ложечки, призывала молиться. Вот только реальной помощи не было. Вот немного занятной хронологии. 1963 год. В Скопье, столице Македонии, случилось землетрясение. Более 1000 человек погибли, 3/4 зданий было разрушено. Мать Тереза благословила сотрудников американского военного госпиталя, отбывавших в столицу Македонии. Однако из своего фонда не выделила родному городу ни копейки. Американцы пробыли в разрушенном Скопье 15 дней. 10 из них ушли на установку и демонтаж госпиталя, 5 – на фотосессии. К слову, 500 советских военных инженеров отработали тогда в Македонии полгода. 1984 год. На химическом заводе американской компании Union Carbide, расположенном в индийском городе Бхопал, взорвался чан с ядовитыми веществами объемом 60 тысяч литров. 4000 человек погибли сразу, 21 тысяча умерли в течение нескольких дней. Пострадали почти 600 тысяч, катастрофа, сравнимая с Чернобыльской. Мать Тереза срочно приехала в город и объяснила жителям: это Божье наказание, потому надо смириться и молиться. Ей удалось остановить акции против компании. Руководство Union Carbide через несколько лет выплатило пострадавшим и родственникам жертв почти $500 миллиона. Ни один американский сотрудник не ответил за аварию, посадили 7 местных. А фонд матери Терезы получил на счет кругленькую сумму. 1988 год. Посещение матерью Терезы армянского Спитака после землетрясения, которое широко освещалось в прессе. Но упоминаний о том, что пострадавшим помогли материально, нет. 1993 год. Землетрясение в индийской провинции Латур унесло жизни 8000 человек. 5 миллионов оказались на улице. Дома им построили другие организации, а вот позировала на их фоне мать Тереза, не отправившая пострадавшим ни гроша. А началось все 26 августа 1910 года в той самой столице Македонии, городе Скопье. Там в состоятельной семье албанских католиков родилась девочка Агнес Годжа. 1919 год. Убит глава семейства Никола Баяджиу, националист, выступавший за очищение Скопья от славян, то есть сербов, македонцев и болгар, и присоединение города к Албании. 1928 год. Агнес окончила сербскую гимназию и уехала в Ирландию, где поступила в монашеский орден сестры Лоретто. Она никогда больше не будет разговаривать на родном языке. Посещая Югославию, станет общаться через переводчика. 1931 год. Девушка принимает постриг и берет имя Тереза. Ее направляют в Калькутту преподавать в женской школе Святой Марии. 1946 год. Терезе якобы является Иисус Христос. Он велит ей бросить школу, надеть сари и идти помогать беднякам. Впрочем, мать Тереза много раз путалась в показаниях. Рассказывала, например, что Бог регулярно являлся ей с 5 лет. 1948 год. Власти Калькутты отдают Терезе бывший храм богини Кали. Отныне здесь будет дом для умирающих. Персонал набирают из учрежденного монахиней ордена сестры-миссионерки любви. 1969 год. BBC снимает документальный фильм о матери Терезе. Журналист BBC Малкольм Магеридж, делавший фильм о Терезе, рассказывал: «Чудесно, что в доме для умирающих не было электричества, но съемки удались, поскольку появился божественный свет». И хотя оператор Кен Макмиллан позже заявил, что просто им впервые была применена новая пленка фирмы Kodak для ночных съемок, в те времена интернета не было, и какой-то оператор не мог перекричать могущественную корпорацию BBC. Да и людям всегда интереснее читать о чудесах, чем о новых свойствах кинопленки. В результате мощного пиара число монахинь ордена приблизилось к 5000, волонтеров до 40 тысяч, появилось более 500 храмов в 121 стране мира. А мать Терезу стали воспринимать как святую. Повсюду стали открываться хосписы, центры помощи тяжелобольным, социальные дома. Хотя мать Тереза по-прежнему называла их «домами для умирающих». Что эти дома для умирающих представляли собой на самом деле, рассказала в документальном фильме «Ангел из ада» Мэри Лаудон, работавшая в одном из них.
Первое впечатление было, как будто я вижу кадры из нацистского концлагеря, так как все пациенты тоже были обриты наголо. Из мебели только раскладушки и примитивные деревянные кровати. 2 зала. В одном медленно умирают мужчины, в другом – женщины. Практически никакого лечения, из лекарств только аспирин и другие дешевые препараты. Капельниц не хватало, иглы использовались многократно. Монахи не промывали их в холодной воде. На мой вопрос, почему они не делают их дезинфекцию в кипятке, мне ответили, что это не нужно и на это нет времени. Помню 15-летнего мальчика, у которого вначале были обычные боли в почках, но ему становилось все хуже и хуже, так как он не получал антибиотики, а позже ему стала необходима операция. Я сказала, что для того, чтобы его вылечить, нужно лишь вызвать такси, отвезти его в больницу и оплатить ему недорогую операцию. Но мне отказали в этом, объяснив, если мы сделаем это для него, то придется это делать для всех. Слова Мэри подтверждали такие же добровольцы приютов ордена «Сестры-миссионерки любви». Профессиональных медиков учреждения Матери Терезы не принимали. Те, кто побывал там с проверкой, ужасались антисанитарии, но их возмущенный голос тонул в море хвалебных речей в адрес святой женщины. «Есть что-то прекрасное в том, как бедняки принимают свою долю, как страдают, словно Иисус на кресте», увещевала Тереза, запрещая обезболивание. Главной задачей сотрудников было уговорить больных принять католическую веру. Умирающих крестили без спроса. Мокрая тряпка на лоб, молитва – все, он католик. Мать Тереза уверяла, что ее организация ежедневно кормит в Калькутте более 1000 человек. По словам Арупа Четтерджи, врача, расследовавшего деятельность матери Терезы, суповых кухонь было всего 3, накормить они могли максимум 100 человек. Причем баланду выдавали лишь тем, у кого имелись продуктовые карточки. Нехристианам получить их было невозможно. Лгала святая и о количестве школ для 5000 бедных детей. Она была всего одна для сотни ребятишек. Лгала и о том, что волонтеры подбирают немощных на улицах и отвозят в приюты. На деле никто никого не подбирал, а машины скорой помощи, подаренные ордену, использовались для передвижения монахинь. Говорят, обнаружились также документы о продаже детей из приюта, но дело быстро замяли. 1979 год. Матери Терезе присуждают Нобелевскую премию мира за деятельность в помощь страждущему человеку. 1997 год, 13 марта. Мать Тереза сняла с себя обязанности руководителя Ордена Милосердия. Через полгода, 5 сентября, она скончалась. Почти сразу католическая церковь начала процедуру причисления к лику блаженных, после которой следует канонизация. Хотя по правилам эта процедура может быть начата не ранее 5 лет со дня смерти. И, наконец, 2016 год. На площади Святого Петра в Риме в присутствии 120 000 человек Папа Римский Франциск канонизировал мать Терезу. И для Ватикана она действительно была святой, ведь по самым скромным подсчетам ее деятельность принесла Ватикану от 3 до 5 миллиардов долларов. Это был тот самый случай, когда деньги не пахнут. Ведь происхождение звонкой монеты мать Терезу мало интересовало. В 1981 году $1,5 миллиона подарил Терезе Жан-Клод Дювалье, президент Гаити, диктатор. «Нигде я не видела такой близости между бедняками и главой государства», лицемерно заявила мать Тереза. Жан-Клод Дювалье получил власть за 10 лет до приезда мать Терезы в 19-летнем возрасте после смерти отца-диктатора. Гаити на тот момент самая бедная страна западного полушария, где процветали коррупция и болезни, и где семейством Дювалье было совершено десятки тысяч явных и тайных политических убийств. Республика Гаити и ее руководители ей явно понравились, и в 1983 году она посетила их снова. На сей раз, после высказывания о том, что покорена любовью Дювалье к своему народу и что народ платит ему полной взаимностью, она была награждена высшей наградой страны Орденом Легиона Славы и получила еще $1 миллион. Взаимная любовь на Гаити кончилась через 3 года, когда народ сверг любимого диктатора, а тот отплатил любимому народу тем, что украл у него сотни миллионов долларов, бежав с ними в свою резиденцию на французской ривьере. Получала она деньги и от Ясера Арафата, с которым встречалась в Ливане. Пополнился счет ордена после визита Терезы в Албанию. Она мило пообщалась с лидером страны Рамизом Алией, а затем возложила венок на могилу его предшественника-коммуниста Энвера Ходжи, который провозгласил свою страну первым в мире атеистическим государством, закрыв все храмы, а священников подвергал гонениям. Расстрелы священнослужителей всех вероисповеданий продолжались в течение всего периода его правления.
Но все это не помешало монахине Терезе возложить венок на могилу Энвера Ходжи и сказать о нем много похвальных слов. Позже Агнес Баяджиу посетила вдову Энвера. О новом руководителе Албании она сказала, что счастлива за свой народ, у которого есть такой руководитель. Албанский народ не оценил своего счастья и в 1992 году отстранил Рамиза Алию от власти, а еще через год отправил его в тюрьму. Британский медиамагнат Роберт Максвелл украл из пенсионного фонда своих сотрудников $600 миллионов и часть из них отправил матери Терезе. Американский бизнесмен Чарльз Киттинг, также присвоивший деньги вкладчиков фонда, отщипнул святой $1,25 миллиона из своих $252 миллионов. Когда его посадили, Тереза попросила о снисхождении. Прокурор Пол Терли предложил ей вернуть украденные деньги их владельцам. На этом переписка оборвалась. Заведя дружбу с Индирой Ганди, Тереза добилась, чтобы ее монашеский орден освободили от проверок. Журналистам, задававшим неудобные вопросы о расходовании средств, советовала поговорить с Богом. Незадолго до ее смерти всплыли документы, из которых следовало, что на благотворительность шло около 7% пожертвований. Остальное, в том числе Нобелевская премия Терезы, отправлялось в Банк Ватикана в Риме и тратилось на нужды католической церкви. Во что же верил этот человек? Мать Тереза, как и положено католичке, выступала против абортов и разводов. Но когда дело касалось людей, с которыми она дружила и от которых могла получить куш, ее позиция менялась. Она поддержала Индиру Ганди в насильственной стерилизации бедняков и назвала решение принцессы Дианы о разводе с Чарльзом единственно правильным, раз из семьи ушла любовь. Средства контрацепции Тереза также требовала запретить. Аргумент, что они защищают не только от зачатия, но и от некоторых болезней, не принимала. «СПИД – справедливое возмездие за неправильное поведение», – утверждала она. Передвигаться по миру мать Тереза предпочитала на частных самолетах или первым классом. Причем нередко перелет ей оплачивали сами авиакомпании. Проблемы со здоровьем решать в своих центрах Тереза не хотела, предпочитая клиники США, Италии и Индии. Заявила, что не может себе позволить операцию по удалению катаракты за $6,5 тысяч в клинике Сент-Фрэнсис в Питтсбурге, а через год прооперировалась в Нью-Йоркском медицинском центре, еще дороже. Во время операции на сердце Тереза ни разу не отказалась от обезболивающего, дабы пострадать как Иисус. Последние месяцы жизни провела в комнате, напичканной современным оборудованием. Интересно, что причислить человека к лику святых католическая церковь может, если он совершил чудо, которое найти оказалось не так-то легко. Сначала таковым пытались объявить исчезновение злокачественного 17-сантиметрового новообразования в желудке индианки Моники Бессеры. Якобы в годовщину смерти матери Терезы сестра женщины приложила к животу больной медальон, которым касались тела будущей святой в день похорон. Помолилась, и вскоре опухоль рассосалась. Но супруг исцелившийся признал, у жены был не рак, а киста яичника, и справились с ней врачи. Объявление Терезы святой отложили, пока не отыскали более подходящее чудо. Житель Бразилии Марсилио Хаддата Андрино страдал от рака мозга. Его жена Фернанда молилась матери Терезе, и все прошло. Медики в этой истории не участвовали, так что подтвердить или опровергнуть ее было невозможно. Вот такая она, мать Тереза. Так что теперь, если вы услышите эту фразу «ну прямо мать Тереза», вы сразу вспомните, как двусмысленно она звучит. Благодарим за просмотр и до встречи на нашем канале.